В новом выпуске нашего сериала мы расскажем о советских заводах, которые в СССР составляли основу промышленного производства. Советские заводы начали появляться в эпоху первой пятилетки, в конце 20-х, начале 30-х годов. И часто строились на деньги, отобранные у собственного населения в виде реквизированных и проданных за границу ценностей. Советская индустриализация состояла из множества всесоюзных строек, причем множество крупных заводов было спроектировано американскими специалистами. В первые пятилетки рабочие селились в наспех сколоченных бараках возле заводских корпусов, и только намного позже для рабочих стали возводить более-менее приличное жилье. В сталинские годы жизнь советских рабочих во многом напоминала тюремный режим. Инженеры не могли свободно увольняться с производства, а рабочих за 3 20-минутных опоздания отправляли в лагерь. В 30-е годы появились трудовые книжки, которые тоже стали своеобразным элементом принуждения рабочих. С так называемой плохой записью в трудовой человек мог больше не получить нормальной работы, и начальство часто шантажировало его этим, заставляя работать сверх нормы. Частного бизнеса и самозанятости в СССР попросту не существовало, и советские заводы часто были единственным местом для трудоустройства горожан. Советское производство часто было очень вредным. За нормами экологии никто не следил, и рабочие многих производств и цехов часто не доживали даже до 50 лет. Это могли быть производственные участки с асбестом, с кислотой или с сажей для красителя. Все эти вещества являются вредными и очень опасными для человека. Сейчас мы гуляем по заброшенному советскому цементному заводу. В годы СССР он был построен в белорусском городе Жодино, без учета розы ветров, и щелочная пыль, а также оксиды углерода, азота, серы, талия и ртути летели прямо в город. Когда-то завод имел немалую нагрузку. В непосредственной близости от него находится узкоколейная железная дорога, по которой подвозились составы с песком и щебнем, откуда по лентам элеваторов подавались для производства цемента. В 90-е годы завод оказался заброшенным. Но стоит ли грустить о закрытии столь вредного производства в черте населенного города? Вдвоем? Там мы просто выпилили, чтобы туда никто не лазил. Такие как мы, да? Такие как мы, да. Ну, наверное, и правильно, потому что объект действительно опасный. Много всякого такого ржавого и заброшенного здесь. Так. Попробуем вернуться к нашей башенке. А вот туда мы поднимемся. Здесь тоже очень ненадежные такие площадки, нужно быть предельно осторожным на таких объектах, потому что все очень ржавое и очень старое. Вот такой зимний вид открывается с этой заброшенной вышки цементного завода. Что интересно, под ногами все хрустит, оно такое уже старое, плюс еще мороз. Металл очень ненадежный, может в любой момент это все дело треснуть и лопнуть. Смотри, очень аккуратненько, тихонечко спускайся, не спеши. На таких ржавых лестницах нужно ступать обязательно не в середину ступеньки, а на край, где она закреплена к уголку.
СССР был страной, в которой полностью отсутствовал частный бизнес и самозанятость. Люди не могли самостоятельно организовывать предприятия, нанимать работников, изобретать или придумывать что-то новое. Такие компании, как Apple или Tesla, попросту не могли появиться в СССР, только потому, что им не нашлось бы места в реестре советских профессий. Так что многим советским гражданам попросту не оставалось ничего другого, как идти работать на завод, что создавало определенную иллюзию стабильности. У тебя всегда будет работа, но больших денег на ней ты не заработаешь, и завтрашний день будет похожим на сегодняшний. Вот так в одном предложении можно описать эту стабильность. А в комментариях под видео напишите, хотели ли бы вы жить в СССР и работать на заводе, или жить в наше время вам нравится больше.